В тот момент, когда лошадь встретилась взглядом с этой девушкой, животное начало прыгать вокруг нее и просто взбесилось. Владелец не мог его сдержать и сначала даже не понял, чем это вызвано, но когда лошадь внезапно выскочила из загона и бросилась к девушке, все очень быстро прояснилось. Когда выяснилось, почему лошадь так поступила, владелец был крайне удивлен. Алекс не имел понятия о том, что с ним должно было случиться в тот день. Он переживал из-за того, что его скаковая лошадь-призрак впервые выступит на соревнованиях. Он так много внимания уделял разговорам с потенциальными игроками, что не заметил, как в зал вошла молодая женщина. Когда призрак, обычно такой спокойный и не подверженный влиянию толпы в такие моменты перед забегом, проходил по дорожке рядом с молодой женщиной, что-то изменилось в животном. Алекс никогда в жизни не видел такой перемены, кардинальной перемены в поведении лошади. Лошадь ни с того ни с сего начала совершенно сходить с ума. Сначала она начала пугать людей, которые были близко к забору, и большинство из них отступили на несколько шагов назад. Затем другие лошади, находившиеся по крайней мере в радиусе 10 метров вокруг призрака, начали немного нервничать, увидев реакцию лошади. Они поняли, что причиной этого была девушка. В тот момент, когда другие лошади начали отходить в сторону, Алекс еще не понял, что могло стать причиной такой неожиданной выходки его лошади. Животное начало носиться по загону так бешено, как только могло, и все, что, по мнению Алекса, он мог сделать, это подождать, пока призрак успокоится. Но призрак был далек от завершения. Лошадь на полной скорости бросилась на часть ворот. К этому моменту большинство окружающих людей уже вовсю наблюдали за внезапным событием. Кроме того, именно в этот момент молодая девушка сделала несколько шагов вперед, как будто наконец-то настал запланированный момент для этого. Сердце Алекса упало, когда он увидел, как его лошадь перепрыгивает через большой забор. Все всегда уверяли его, что высота этого забора будет такой, какой скаковые лошади никогда не смогут перепрыгнуть. Алекс боялся не только за свою любимую лошадь, но и за молодую девушку, которая, казалось, была в серьезной опасности. Теперь всем вокруг было ясно, что призрак положил глаз на молодую женщину и что она, вероятно, также была причиной того, что эта обычно такая спокойная лошадь вела себя как дикий зверь. Теперь он мчался к ней на полной скорости, а Алекс все еще не понимал, почему. Видел ли он когда-нибудь эту девушку раньше? Он действительно боялся, что девушка в опасности, поскольку, в конце концов, именно его лошадь могла причинить вред. Ему и представить себе не моглось, что призрак когда-либо причинит кому-то вред. Но с другой стороны, кто знал, на что способно это животное после того, как оно стало свидетелем невиданных ранее событий сегодняшнего дня? Но, ко всеобщему удивлению, в тот день призрак ни на кого не напал. Дикая лошадь действительно благополучно добралась до молодой женщины по другую сторону забора, но на самом деле остановилась прямо рядом с ней в ожидании. Алексу на секунду показалось, что безумие наконец-то закончилось, но он не мог ошибиться сильнее. То, что последовало за этим, было, пожалуй, еще более шокирующим. Девушка, по-прежнему невозмутимая, вскочила на спину призрака, и они вместе побежали из подготовительной зоны. У призрака даже седла на спине не было, и все равно они ехали с такой элегантностью. Алекс стоял, и прежде чем он успел хотя бы подумать о том, что только что произошло, молодая женщина и призрак исчезли. Алекс просто стоял в шоке, переваривая эту катастрофу. Находясь на заднем сиденье, люди все еще могли видеть, как лошадь удаляется все дальше и дальше. Также были слышны крики, вероятно, людей, которые отпрыгивали с дороги призрака. Когда Алекс вернулся к реальности, лошади полностью исчезли. Он осознал, что произошло. Достаточно, чтобы понять, что лучшее, что можно сделать сейчас, это позвонить в полицию. Он схватил свой телефон, набрал номер, и Алекс, насколько мог, начал описывать внешность девушки, которую, к счастью, хорошо запомнил. Тем временем полиция пыталась разобраться в ситуации. Женщина, с которой Алекс разговаривал по телефону, была не совсем уверена, следует ли им рассматривать это дело как кражу лошади Алекса. Тем не менее, он хотел, чтобы они поступили именно так, несмотря на то, что лошадь убежала сама до того, как он подошел к девушке.
Призрака по-прежнему не было видно. Но независимо от того, какие ошибки были допущены, первоочередной задачей было обеспечить безопасность в этом районе. Женщина-полицейский объяснила, что ее команда собиралась объявить тревогу, чтобы следить за этой парой, поскольку она была на свободе. В этом городе не в первый раз такое дикое животное создает опасную ситуацию. Прошло всего несколько минут, прежде чем десятки сообщений о его появлении начали поступать в полицейский участок. Полицейская машина уже подъезжала к месту происшествия, в то время как другая команда установила местонахождение лошади, основываясь на точках, откуда звонили. Таким образом, полицейские смогли определить, куда направлялась лошадь. Призрак, тем временем невозмутимый и по-прежнему с молодой женщиной на спине, бежал прямо через город. В конце концов стало ясно, что лошадь бежала в направлении пригородов на другом конце города. Каким образом эта лошадь, казалось бы, безошибочно знала, куда идти и какова была их конечная цель? Хотя город был полностью построен в виде сетки, что означало, что следовать за лошадью по ее следам было относительно легко, пара в конечном счете выбралась из города. После этого число замеченных стало постепенно уменьшаться, пока не осталось никого, о ком можно было бы сообщить. Полиция продолжила поиски, хотя и не имела ни малейшего представления о том, где эти двое сейчас находятся. Полицейские машины прочесали район, где их видели в последний раз, но пара, казалось, растворилась в воздухе. Но как могла лошадь такого размера внезапно исчезнуть? Не имея никаких других зацепок или свидетельств, другим полицейским было трудно определиться с дальнейшим шагом. Они решили пойти и поговорить с некоторыми людьми на скачках. Возможно, кто-то из них знал, кто эта девушка, и они могли бы помочь направить их в правильном направлении. Или, может быть, они смогли бы узнать больше о мотивах действий этой девушки. Было так много вопросов, на которые нужно было ответить. К счастью для Алекса и полиции, большинство людей все еще находились на месте скачек, поскольку скачки продолжались, как и планировалось. Было несколько гонок, в которых призрак не должен был участвовать, а в тех, в которых он участвовал, просто оставалось свободное место. Но это привело к непредвиденным последствиям. Одной сбежавшей лошади было недостаточно, чтобы отменить все соревнование, даже если эта лошадь быстро становилась фаворитом пари. То, что Алекс сначала считал хорошей вещью, но теперь, когда он вернулся в этот район, стало большой обузой. Когда Алекс снова появился на площадке, его приветствовало множество разгневанных игроков, которые поставили большие деньги на лошадь, которая в последнюю минуту не появилась на стартовой линии. Большинство этих игроков на самом деле получили заверение от самого Алекса, что его лошадь покажет невероятные результаты. Конечно, Алекс был расстроен тем, что эта ситуация нанесла такой удар по его хорошей репутации, но, честно говоря, его это не слишком волновало. Все, чего он хотел, это вернуть призрака, и, возможно, кто-то из этих игроков видел, как девушка входила в зону, или, судя по всему, кто-то знал, кто она такая. Большинство игроков, делавших ставки, когда Алекс расспрашивал их, просто растерянно переглядывались. Все, что они видели — девушку, уезжавшую на призраке. На самом деле они предполагали, что он занимается мошенничеством и что девушка была сообщницей Алекса, что он спланировал все это так, чтобы его лошади не пришлось участвовать в скачках. Алекс счел эти обвинения абсолютно странными и заверил некоторых игроков, которых он знал лично, что больше всего пострадал от сегодняшних событий он сам. Тем не менее, в читающем мире это не было такой уж редкостью. Некоторые известные владельцы принимали ставки и исчезали со своими деньгами и лошадью. Он пришел сюда, чтобы получить информацию, а не оправдывать действия своей лошади. Становилось все более и более очевидным,
что он не получит много ответов от игроков, которые все еще находились рядом с ним. Бедный владелец лошади начал терять надежду, но тут кто-то внезапно налетел на Алекса. Это был не просто удар, а скорее прямое столкновение. Удар был настолько сильным и неожиданным, что, поглощенный своими мыслями, Алекс не смог удержаться на ногах. Он потерял равновесие и упал на землю. И прежде чем он успел осознать, что только что произошло, мужчина, который налетел на него, уже помогал ему подняться. Бедный Алекс дотронулся до своего плеча, и, к счастью, никаких внутренних повреждений не оказалось. Затем он почувствовал, что в его руке что-то скользит и что это делает другой мужчина. Когда они оба снова встали, незнакомый, но воспитанный мужчина извинился перед Алексом, кивнул ему и быстро ушел. Полицейские, которые окружали Алекса в течение последнего часа или около того, все еще разговаривали с некоторыми игроками, делающими ставки, и поэтому не видели, как происходило это испытание. Это дало Алексу возможность тайком взглянуть на то, что только что вложили ему в руку. Это была небольшая записка, сложенная в несколько раз. «Встретимся за конюшнями через 5 минут. Не приводите полицию». Она была написана наспех, но смысл был ясен. И все же Алекс понятия не имел, чего хочет от него этот человек. Он всем сердцем надеялся, что удастся получить информацию о местонахождении призрака, поэтому был готов пойти на любой риск. Следующее, что сделал Алекс, это подошел к полицейским. Он сказал им, что ему нужно сделать пару личных звонков, и они неохотно согласились, хотя все еще были заняты поисками кого-нибудь поблизости. Алекс поспешил к задней части конюшни, где, как он надеялся, его уже ждал таинственный мужчина. К счастью, мужчина был там. Алекс чуть не бросился к нему, хотя и не хотел устраивать сцену. Он так отчаянно хотел получить ответы, но мужчина жестом показал, что ему нужно сохранять спокойствие и вести себя тихо. Оказавшись за конюшнями, Алекс понял, что его больше никто не видит. У конюшева было миллион вопросов, которые он хотел задать человеку, написавшему записку. Больше всего Алекс хотел узнать, есть ли у этого человека какая-нибудь информация о девушке, которая некоторое время назад похитила призрака. Он, к своему удивлению, ответил, что да. На самом деле, именно он привел ее на сегодняшнюю гонку. Взволнованный владелец призрака едва мог в это поверить. У него чуть челюсть не отвисла. Это было то самое преимущество, которое он искал. Наконец-то он узнает о мотивах молодой девушки. В голове Алекса вертелось множество вопросов, но затем мужчина быстро развеял его ожидания. Мужчина ехал сюда по южной дороге, где и встретил девушку. По пути сюда она путешествовала автостопом, и поскольку он сам собирался приехать на сегодняшние гонки, он позволил ей поехать с ним. Они едва ли обменялись парой слов за все утро. Алекс признался, что надеялся на большее. Несмотря на то, что Алекс все еще был немного разочарован, у мужчины появилась другая важная информация для него в поисках девушки. Он прервал Алекса и начал рассказывать ему о том, как провел утро, и, в частности, о том, где именно он встретил молодую девушку. Было 3 причины, по которым мужчина не хотел привлекать полицию. Во-первых, и во-вторых, он не очень доверял полиции и знал, что в этих регионах перевозка пассажиров автостопом технически запрещена законом. В-третьих, он не был заинтересован в том, чтобы стать фигурантом этого дела, поскольку это привело бы к слишком большому стрессу и неприятностям для него. Мужчина был всего лишь в поездке, и дни его общения с полицейскими закончились, вздохнул он. Он дал Алексу адрес после того, как тот пообещал ему, что не расскажет полиции, от кого он его получил. Владелец лошади немедленно отправился к полицейским, чтобы они могли разобраться в этом деле. После встречи с полицией он сообщил адрес, о котором только что узнал. Один из полицейских спросил, как он получил эту информацию, но, к счастью, они согласились, что его источник останется анонимным.
Место происшествия находилось примерно в получасе езды от города в том направлении, куда убежала девушка, что было очень хорошим знаком. Из-за спешки, в которой они находились, полицейские не проверили, что это за адрес на самом деле. Когда они прибыли на место, полицейской команде во главе с Алекса пришлось дважды проверять, не ошибся ли он. После этого Алекс все еще думал, что это не совсем подходящее место. По совпадению, адресом была красивая ферма, где Алекс мог видеть десятки лошадей, прогуливающихся по полям. Алекс подумал, что это место похоже на рай, если он когда-либо его видел. Действительно ли таинственная девушка родом отсюда? И, что более важно, привела ли она призрака в это место? Алекс и полицейские вышли из машины, понимая, что у них не так уж много аргументов, и им будет трудно спорить с владельцем этого места. Они были выше всего прочего, приехав сюда, чтобы найти призрака, пропавшую лошадь. Никто еще не вышел из домов, чтобы поприветствовать их. Но все стало намного проще, когда они медленно выбрались на местность. По заднему двору прогуливалась группа людей, скорее всего, лет 20, и, судя по тому, как они были одеты, они были смотрителями за лошадьми. И тут Алекс действительно заметил девушку, которую надеялся здесь увидеть. Когда девушка увидела, что они приближаются, она выглядела такой же удивленной всем этим, как и Алекс. И хотя она, вероятно, была поражена, она, очевидно, также поняла, что пути к бегству нет. Вот почему она стояла неподвижно, повернувшись лицом к мужчинам, ожидая, пока они быстро приблизятся к ней и ее спутникам. В то время как все трое немедленно начали забрасывать девушку вопросами, позади них из главного здания фермы выбежали пожилой мужчина и женщина. Они не казались такими дружелюбными, как девушка. Они оба начали выкрикивать что-то похожее на вопросы о том, что они делают с их дочерью. Прошло некоторое время, прежде чем ситуация наконец успокоилась настолько, что люди начали понимать друг друга. Один из полицейских предложил всем сесть за стол для пикника неподалеку от того места, где они стояли. Когда они начали как следует обсуждать, что именно произошло, все довольно быстро прояснилось. Ферма оказалась не обычным животноводческим ранчо, а скорее чем-то вроде центра спасения лошадей. Пожилая пара вместе со своими детьми присматривала за животными и заботилась о том, чтобы у них был комфортный конец жизни. В некоторых случаях лошадей продавали новым владельцам. Алекс и не подозревал, что призрак знал эту ферму много лет. Скаковой конь родился здесь после того, как его мать была приютена беременным животным. Призрак был здоровым жеребенком, каким только можно быть, и его продали. Но, как признались родители, возможно, им следовало получше присмотреться к его новому владельцу. Мужчина, которому они продали жеребенка, был с другого конца города, где сильна культура скачек. Он, по-видимому, выдумал ложь о том, что конь был рожден от скаковой лошади класса прима, и что поэтому он стоит больших денег. Алекс, как третий владелец, попался на эту удочку и купил животное за крупную сумму денег. В первые годы жизни призрака на этой ферме младшая дочь пары Стейси проводила много времени с жеребенком. Их крепкая компания привела к тому, что она сразу узнала его на утреннем забеге. Несмотря на то, что они оба за это время выросли, призрак тоже узнал Стейси. Она призналась, что приняла глупое решение взлететь вот так на спине призрака, но к ней подошла лошадь, и он охотно пошел с ней, чтобы убраться подальше от гоночных трасс. Стейси также призналась, что хотела вернуть животное на ферму, хотя и не думала о последствиях. Хотя все за столом были тронуты этой историей, особенно родители Стейси были поражены. Они даже не знали, что призрак теперь находится в одной из их конюшен. Девушка держала свои действия в секрете от них. Старик и женщина посмотрели друг на друга, а затем на Алекса. Естественно, он хотел вернуть свою скаковую лошадь.
Позже Алекс признался, что подумывал о том, чтобы выдвинуть обвинение и потребовать денег в качестве компенсации за упущенную выгоду. Тем не менее, в конце концов, он отказался от этого, так как чувствовал, что Стейси и призрак по-настоящему любят друг друга. Девушка просто приняла глупое решение, вот и все. К тому же Алекс был вне себя от радости, что наконец-то получил свою лошадь обратно. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подумайте о том, чтобы поделиться им с кем-нибудь, кому оно может показаться интересным. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.